Привет, друзья! С вами Макс, и это канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Я сходил в магазин, и я закупился. Посмотрите, я закупился. Вот. И сегодня я хочу вам рассказать, что я купил, сколько это стоит, ну и вообще показать разные продукты, сколько стоят обычные продукты в Аргентине. Сейчас сентябрь 2024 года. Это важно уточнить, потому что цены меняются, цены растут и в песо, и в долларах. Вот, поэтому цены актуальны на сентябрь 2024 года. Что ж, давайте начинать. Я сейчас покажу, что я купил. Начну с того, что портится быстро, ну, что нужно скорее убрать в холодильник или в морозилку. И потом покажу все остальное. Давайте начинать. Итак, что нужно убрать в холодильник? Ну, давайте начнем с йогурта. Я взял два вот таких йогурта. Это обычный йогурт без каких-то вкусовых добавок, без сахара, просто обычный йогурт. Сабрина, моя дочь, очень любит этот йогурт. Вот такая вот баночка 300 грамм. 300 грамм йогурта стоит 2760 песо. Одна баночка. То есть две баночки 5500. 5500 две баночки. Окей. Ставим сюда. Следующее это паста. Sorrentinos. Да, Sorrentinos. Это такая вот паста, чтобы быстро приготовить. Это паста капресе. То есть там сыр, помидоры. Вот. И у меня две пачки. Значит, одна пачка. Сколько тут грамм? Так. 500 грамм. 500 грамм одна пачка. То есть две пачки это килограмм. И Sorrentinos стоили одна пачка 6299 песо. О, что-то дофига. Что-то дофига. Окей. Две пачки, значит, 12,5 тысяч. Это Sorrentinos. Еще у меня есть такие йогурты. Эти йогурты, это маленькая баночка, 125 грамм. Вот такая маленькая баночка. Это йогурт с черникой. И он сладкий. Одна баночка такого йогурта стоит 1895 песо. 1895 песо. Вот такая маленькая баночка, 125 грамм. Затем идет мясо. Я взял вот такой вот кусок мяса. Ну, довольно неплохой, свежее мясо. В Аргентине мясо действительно хорошего качества. Я не знаю, что это за часть, я в этом плохо разбираюсь, но 600 грамм, это 600 грамм мяса без костей, хорошее мясо, стоит 5670 песо. 5670 песо за вот такой кусок свежего мяса. Это говядина, да, это говядина. Затем есть сыр. Сыр я взял вот такой с плесенью, сыр с голубой плесенью. Да, друзья, я взял самые обычные продукты, не самые дешевые, не продукты, ну, какие-то совсем плохого качества, с плохими ингредиентами. Я взял нормальные продукты, но недорогие.
недорогие местные продукты, аргентинские. Потому что все, что не аргентинское, все, что импортное, будет стоить в 2-3 раза дороже. Поэтому обычно мы покупаем только продукты, которые сделаны в Аргентине. Итак, 130 грамм сыра стоит 2500 песо. Вот такого вот сыра. Надеюсь, видно. Вот, если не видно, то поверьте мне, что это сыр с плесенью. Следующее — это курица. Курица, а именно куриная грудка. Куриная грудка. Она свежая, не замороженная. Вот в такой упаковке. И грудка куриная стоила... Эта грудка стоит 12 100. Что-то тоже дофига. 12 100. И здесь 1,5 килограмма. Что-то мне не верится, что здесь 1,5 килограмма, но да, здесь 1,5 килограмма. 1,5 килограмма 12 100. Ой, все течет, капает, фу. Вот, 12 100. Ну, блин, дорого получается, но окей. Следующее, что еще в холодильник нужно убрать. Вот такой вот сыр. Крем-сыр, кремовый сыр, не знаю, как его назвать. Он такой мягкий. Немножко похож на моцареллу, но это не моцарелла, друзья. Это не моцарелла. Такой вот мягкий сыр. И 500 грамм такого сыра стоит 7300 песо. 7300 песо. Единственное, он без лактозы. Я сейчас пробую есть продукты без лактозы. У меня молоко без лактозы и сыр тоже без лактозы. Вот. Вот такой вот сыр. Сливочное масло. Вот такое вот сливочное масло. Довольно неплохое, 200 грамм сливочного масла, потому что у меня есть еще растительное масло, но сливочное масло стоит 3380 песо. 3380 песо. Не знаю, по мне это, не очень дорого, но не дешево. Всего лишь 200 грамм масла, как будто бы не очень дешево. Молоко без лактозы. Молоко без лактозы. Литр такого молока стоит 2210 песо. 2210 песо. Обычное молоко, сколько тут жирность? 1% жирности, без лактозы, вот в такой бутылке. Обычное молоко, стоит дешевле. Вот, обычное молоко стоит где-то 1300 песо, а такое молоко стоит 2200. Окей, что еще нужно убрать в холодильник? Ага, замороженные овощи. Обычно мы покупаем основные продукты в супермаркете, потому что в маленьких магазинах те же самые продукты, но гораздо дороже или чуть-чуть дороже, но в супермаркете в любом случае дешевле все это покупать. Единственное, овощи и фрукты мы покупаем на рынке или в каких-то овощных лавках, в таких небольших магазинах, где продаются овощи и фрукты. Вот, поэтому здесь почти нет овощей, овощи мы будем покупать потом. Овощи, кстати, достаточно дорогие. Но это мы в Патагонии, друзья. Патагония, город Неукен. В Буэнос-Айресе, например, фрукты и овощи будут дешевле. Но это все стоит примерно столько же в Буэнос-Айресе, в Неукене, в других городах, потому что это супермаркет. Итак, сколько здесь грамм? 400 грамм замороженных овощей стоят
3700 песо. Такая пачка 3700 песо. Удивительно, мы заметили, что замороженные брокколи, это не брокколи, но замороженные брокколи в Аргентине стоят дороже, чем свежие брокколи. Я не знаю, почему так, я не знаю, как так, но факт есть факт. Как так получается, я не понимаю. Следующий продукт, который мне нужно убрать в холодильник, это хумус. Вот такая пачка аргентинского хумуса, 230 грамм, небольшая пачка, стоит 3150 песо. 3150 песо. Ну, тоже не дешево. Мне кажется, в России, кроме мяса, все остальное стоило бы дешевле. Вот. Ну, возможно, ну да, наверное, кроме мяса, все остальное стоило бы дешевле. Окей. Наверное, это все, что нужно убрать в холодильник. Сейчас я уберу эти продукты в холодильник, и мы продолжим. Продолжаем. Следующая штука достаточно дорогая. Дорогая везде, но в Аргентине как будто бы еще дороже, чем в других странах. Это специальная смесь для Сабрины. Вот, она, ну, это лучшая смесь, что есть, поэтому она стоит достаточно дорого. Пачка вот такой смеси, здесь килограмм 200, стоит 42 тысячи песо. 42 тысячи песо. Да, это достаточно дорого. Но скоро Сабрина уже перестанет есть эту смесь, и поэтому будет дешевле. Немножко овощей я все-таки взял. Это лук. 1,5 килограмма лука 900 песо. То есть килограмм лука 600 песо. Килограмм лука 600 песо. Ну, окей. Это как бы недорого. Ну, лук обычно везде дешевый. Вот. И еще есть картошка или картофель. И здесь 1,5 килограмма стоит 2200. 1,5 килограмма 2200 песо. Ну, как бы обычная картошка, белый картофель, ничего особенного, 2200. Следующая вещь — это тунец. Вот такой вот тунец. Просто тунец в консервах. Да? Это консервы, тунец в масле. Такая баночка 165 грамм. Баночка 165 грамм стоит 2650 песо. 2650. Следующее — это вино. Ну, это самое недорогое вино, но оно довольно неплохое. Это Sauvignon Blanc. Такая бутылка вина стоит 4300 песо. Можно купить дешевле вино, можно купить за 3000 песо, но вот такое вино, его можно пить, оно более-менее нормальное. 4300 песо. Окей. Следующее — это персик. Персиковое варенье. Здесь персик и сахар. Вот такая небольшая баночка, 400 грамм, стоит 5250 песо. Достаточно дорого. Ну, вот просто варенье, и это местное производство. Не знаю, почему так стоит дорого. Но окей. Следующее — это чай. Чай, обычный чай в пакетиках, не очень хорошего качества, но другого в супермаркете не было, вот, поэтому
обычный чай с бергамотом, Эрл Грей. Вот, такой чай, пачка такого чая, здесь, наверное, 25 пакетиков чая, 3160. 3160. Так, что у нас еще осталось, друзья? Дофига еще всего осталось. Яйца. 12 яиц или дюжина. Дюжина или 12 обычных яиц стоит 3100. 3100. Ну, как бы, не знаю. В целом, ну, как бы нормальная цена. Не дешево, но и недорого. Мука. Я взял муку. Это цельнозерновая мука или интегральная мука. Но в России мы не говорим интегральная, мы говорим цельнозерновая. То есть мука из цельного зерна. И вот килограмм муки цельнозерновой стоит 1100 песо. 1100 песо. Ну, это недорого. Это недорого. Следующий товар – это соус. Вот такой вот соус. Ну, здесь томатная паста, лук, морковь и альбака. Альбака – это, такая зеленая штука. Забыл, как она называется. Базилик. Вот, базилик. Вот такая вот штука стоит 1170 песо. Да? 1170 песо цена такой штуки. Ну что ж, давайте как-то ускоримся, а то продуктов много. Сложно в таком большом чеке что-то найти. Давайте посмотрим на печенье. Я взял обычное печенье, вот такие. Они стоят 1100 песо. Маленькая пачка обычного печенья. 1100 песо. Орехи. Это грецкий орех. 170 грамм. Это 900 песо. Здесь нет цены за килограмм, но вот здесь 180 грамм. Килограмм 5000 песо. Давайте лучше в килограммах. Килограмм 5000 песо. Хорошие орехи. Я взял мало, просто слишком много продуктов, поэтому я взял мало, чтобы было не тяжело их нести. Затем вот такая вот паста или макароны. В России мы говорим макароны. Это макароны со шпинатом, морковкой и кабачком. То есть с овощами. Пачка 500 грамм таких вкусных макарон стоит 1230 песо. 1230 песо. Ну, паста везде недорогая, поэтому она недорогая. Сколько стоит рис? Я взял 500 грамм риса, полкило или полкилограмма риса. И полкилограмма риса стоило 1900 песо. 1900 песо. Ну, по-моему, это недешево. Это, как бы обычный рис, ничего особенного, он неплохой, но и это не какой-то индийский или там, не знаю, еще какой-то рис, который, знаете, вкусно пахнет. Нет, это обычный рис. Овсяная каша. Овсяная каша быстрого приготовления, да, чтобы быстро приготовить. Я взял получше, потому что предыдущая овсянка была горькая, она немного горчила. Вот такой неприятный вкус был, я ее выбросил. Надеюсь, что это хорошая. 280 грамм такой каши стоит 2400 песо. Ну, по-моему, это дорого. Для овсянки я бы сказал, что это дорого. Так, у меня еще была пачка печенья, тоже 1100 песо. Это тунец, мы о нем уже говорили. Яблоки.
Яблоки здесь в Неукене растут, и они вкусные. Килограмм яблок стоит 2400 песо. 2400 песо, но это вкусные местные яблоки. Вот. Ну, мне все еще кажется, что это дорого, но как бы как есть. Вот такая колбаса, она сырокопченая. Мы бы назвали это в России сырокопченой колбасой, то есть колбасой сырого копчения. Или солями, наверное, солями тоже мы говорим. Вот такая маленькая колбаска стоит 3300 песо. 3300 песо. Масло. Масло растительное. Масло растительное стоит 2150 песо. Растительное масло 900 миллилитров. Это гиросоль. Это у нас подсолнечное масло из подсолнуха. Да, из подсолнуха. Вот. Кукурузное стоит дороже. Следующее это хлебцы. Вот такие штуки мы называем хлебцы. Да, хлебцы. Такие хлебцы стоят 1200 песо или 1200 песо, мы и так говорим, и так. 1200 песо за пачку. Вот, за пачку. Ну, иногда хочется перекусить, и это очень приятная вещь. Чеснок. Чеснок. 1400 песо за, ну, не знаю, сколько тут, 1400 песо за 2 головки чеснока. Мы называем вот это головка чеснока, да, то есть 2 штуки, 1400 песо. Ну что, друзья, осталось немного вещей. Вот такая вот банка томатной пасты стоит 1750 песо, 400 грамм, 1750 песо. Хлеб. Хлеб – самая большая боль. Я беру такой большой хлеб, потому что он получается дешевле, но все равно вот такой хлеб 600 грамм стоит, друзья, 5400 песо. 5400 песо. Причем это обычный хлеб, в составе есть разные неприятные ингредиенты, типа консервантов, ароматизаторов. Но, к сожалению, здесь рядом с нами нет какой-то хорошей пекарни, где можно купить хлеб лучше и по более выгодной цене. Я считаю, что это безумие, такая цена для хлеба. И он не очень вкусный. Вот. Это безумие. 5400 песо, друзья. Ну и 1300 песо — это килограмм бананов. Вот. Килограмм бананов 1300 песо. Салфетки. 80 штук. Бумажные салфетки. 1600 песо. Маленькая баночка нутеллы. Вот такая маленькая баночка, 140 грамм, стоит 3810 песо. 3810. По-моему, это очень дорого для нутеллы. Газ. Газ стоит... Здесь сколько? 230 грамм. Это газ для газовой горелки. Он стоит 4400. 4400. Много. Много. По-моему, это дорого. На самом деле, реально, кроме мяса, все остальное... Ну, сравнивая с Россией, да, это канал для изучения русского, поэтому я могу сравнить с Россией. Сравнивая с Россией, все дороже точно. Вот. Соя. Соя или соевое мясо. Сушеные такие маленькие кусочки. Такая штука... 350 грамм стоит 1900 песо. 1900 песо, ну, в целом адекватная цена
наверное, для такого вот количества соевого мяса. И последнее — это салфетки для уборки. Они стоят 1600 песо, друзья. Ну что ж, сколько я заплатил за это все? Ну, часть в холодильнике, часть лежит на стуле. За это все я заплатил 175 тысяч песо. 175 тысяч песо. Вы видите цену в песо, цену в долларах. Что я могу сказать? Учитывая, что это достаточно обычные продукты, ну вот такое, по мне, должно вообще стоить раза в 2 дешевле, так же, как и чеснок, и, не знаю, там, газ, да и вообще все. Ну, по сравнению с Россией, конечно, дороже. Раньше Аргентина была дешевле, сейчас Аргентина однозначно дороже почти по всем пунктам, нежели Россия. Ну, с другими странами мне сложно сравнивать. Поэтому, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, это дешево или это дорого, или цена нормальная, что в вашей стране стоит дешевле, что в вашей стране стоит дороже. Мне будет интересно почитать ваши комментарии. Всего доброго и до встречи в следующем видео. А я пошел это все раскладывать по местам. Да. Офигеть, это примерно 150, ну 145 баксов. Офигеть.